Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я хочу вам подарить очень сильную чистку, которая поможет многим. Вне сомнений, как и все остальные мои работы. Но прежде чем подарить вам эту работу, я хочу немного поговорить. Дело в том, что многие неправильно понимают понятие расправиться с врагами с помощью магии. Некоторым кажется, что месть врагам, возврат врагу сделанного, нашептанного, да, отправленного, это означает, что враг упадет, умрет, и на этом все закончится. На самом деле это не так. И так могут рассуждать люди, очень далекие от магии и очень недалекие умом. Потому как для того, чтобы навести смертную порчу, во-первых, нужно быть профессионалом много лет. Простому человеку это делать нельзя. И должны быть веские основания. То есть, если человек просто мешает вам жить, абсолютно просто угрожает вашей жизни, жизни вашего ребенка и так далее, только в этом случае, даже ведьме только в этом случае разрешается думать о смертной порче. В остальных случаях она просто с ними расправляется. То есть различные методы. Например, сделать так, чтобы начатые против вас или против нее, без разницы, смотря какая чистка. Есть чистки, которые для, скажем так, практиков, да, есть для обычных людей. Или месть врагу точно так же есть для практиков и для обычных людей. Как бы там ни было. Самое главное для вас, чтобы все, что против вас делают, не венчалось успехом для них. Все. Если эти люди, знаете, такое, на каждый роток не накинешь платок. Вы не будете всю свою жизнь посвящать тому, чтобы опровергать, что о вас говорят, либо все время воевать с ними. Нет. Вам самое главное сделать так, чтобы эти люди опозорились, чтобы эти люди разошлись между собой, разосрались, извиняюсь за выражение, чтобы разбилось любое против вас собранное какое-то там дело, да, нехорошее, шайка какая-то. И чтобы этих людей никто не воспринимал всерьез. Все. Это самое важное и главное, что нужно делать со своими врагами. Их действия не приносят плодов. Никаких. Все. Остальное пускай гавкают и пусть говорят. Вам от этого ни жарко, ни холодно. Вы не будете каждому из них наводить смертные порчи или просить заказывать каждого из них. Да, согласитесь, это глупо. Брать на себя такой груз, такую ответственность, тащить это все. Нет. Но если эти люди не добиваются успеха в своей деятельности, значит, вы их победили. Вот и все. Если их грязное дело не венчается успехом для них, значит, вы их победили. Это самое главное. А чистки – это возврат. Возврат насланного, возврат сделанного, нашептанного, возврат, скажем так, того, что вам пожелали. В данный момент полынь. Полынь, я уже говорила, травы в магии, откройте, посмотрите более подробно. Это трава-проводник темных духов. Ее еще называли сестрица тьмы. Полынь создает определенную сетку, такую невидимую, в которую попадают, вот как ловушка, в которую попадают злые бродячие энергии, сущности, лярвы. Горечь полыни их отгоняет. Полынь трава испокон веков использовалась, во-первых, как лечебное средство от женских болезней, настойка с полыни и прочее, очень много что лечит. Я думаю, что народную медицину, если кто изучает, много чего знает о полыни. Но мы сейчас говорим о других свойствах.
Считается, что дым полыни способен найти врага, окутать и закрыть ему жизненные пути и дороги. И отправленное с дымом полыни пожелание, то есть воздаяние врагу, действует очень сильно. Полынь трава – это не только обладатель лечебных средств, это еще и самая главная трава в магии. И собирает эту траву для различных целей по-разному. Есть серебристая трава, есть полынь обычная, есть полынь, ой, уже забыла, как он называется, равнинная, да, и прочее, прочее. Для разных целей, для лечебной цели собирается в полнолуние, для работы в магии, если это для мести, она собирается при убыльной луне, может собраться во время черной луны Гекаты, если совпадет, конечно, сезон. Полынь собирается особым методом, нельзя рвать полынь слишком близко к корню и нельзя рвать и близко к стебелькам. То есть полынь таким образом теряет свою магическую силу. И я хочу сказать, что те люди, которые занимаются травами и знают, у них, они просто ходячая энциклопедия, потому что когда мы покупаем травы или нам отправляют травы люди, которые занимаются травами, вот только тогда можно сказать, что эти травы живые и в них сохранилась эта сила. Я помню, одна полоумная выставила, что в магии только зеленую траву используют. Мне кажется, они там эту траву зеленую курят. Поэтому у них мозги на бикрень. Зеленую траву. Давно я так не смеялась, конечно. У них цель, наверное, все, что я говорю, говорить обратное. Но они просто не задумываются, иногда, что это такие позорные вещи выдают. Просто аж прям, знаете, страшно становится за этих людей. Думаешь, они реально вообще мозгами соображают или так себе? Ой, страшновато, конечно. Да. Полынь должна быть только зеленая. А как же свечи с полынью и прочее? Так вот, дорогие друзья, если окуривать полынью свой кошель, то на некоторое время финансовые беды отходят. Но если еще и заговор начитать, тем более. Окуривали полынью карты. Считалось, что от них изгоняют, то есть ненужных духов, которые присасываются к энергиям карт и иногда путают того, кто смотрит на картах. Полынью окуривали помещение перед тем, как туда войдет роженица и так далее, и так далее. Много. Чтобы сейчас долго не говорить, просто откройте «Травы в магии», мою лекцию, и посмотрите внимательно. Там очень много полезного, не только про полынь. Итак, если чувствуете, что у вас, как бы финансовые такие трудности, как, знаете, закрываются дороги, и, собственно говоря, мало поступлений денежных, как-то ни с того ни с сего тормозится работа, дело. Возьмите, проведите этот ритуал. Это очищает жизненные пути и возвращает зависть с глаз, скажем так, злые пожелания тем людям, которые это на вас наслали. И поможет сразу же, откроет ваше состояние, то есть улучшит сразу же, откроет дороги. Вы почувствуете большую разницу до и после. Что для этого нужно? Для этого вам нужна полынь сухая, свеча любая. Здесь не важно, какая свеча, не обязательно восковая. Здесь главное источник огня. И, естественно, емкость, где вы будете, значит, поджигать, да, сжигать эту траву. Нужно сжечь траву и читать. Читать нужно 6 раз, поэтому запаситесь столько полынью, сколько понадобится. От свечи зажигаем, но будьте осторожны, потому что огонь может быть агрессивный, поскольку очищается ваше и помещение, и дом, и, собственно говоря, ваше вот это вот ментальное тело, да, снимается вот этот слой негатива, которым мы все время окутываемся, а когда у нас дела идут в гору, обязательно будут и зависть, и ненависть, и все что угодно. Привыкайте к этому. Когда вы чего-то добиваетесь, есть тот, кто этому не рад. Итак,
читать нужно 6 раз. Ну вот сожгли одну часть полыни, значит, возьмите вторую часть. Пока не дочитайте. Вот так сжигаете и читаете. Я просто постараюсь сделать так, чтобы получилось как надо. Просто сложно и читать, и следить за огнем. Угу. Окуривайте и далее. Угу. Вот идет дым. Давайте-ка я начитаю, а потом дальше сама сделаю, как надо для себя в том числе. Тут до себя руки не доходят, как у того сапожника, да? Угу. Вот. Замечательно, пусть очищается. Полынь трава, темных сил сестрица, духов проводница. Я полынь траву возжигаю, врата темные отворяю, великое колдовство сотворяю, зло обратно отправляю, наславшему возвращаю. Ой. Завистник и супостат, клеветник и враг, горечь полыни, вздыхайте, от горечи задыхайтесь, пусть ваше нутро крутит, наизнанку вас вывернет. Каждая частица вашего тела болью отзовется. Горький дым, черный дым, по следам моих врагов иди, каждого из них найди, отрави им жизнь, черным туманом их окутай, дороги их... Ой, фу. Сейчас, секунду. Дороги их тьмой окружи, мысли их путай, как твой дым горький, так и им горькую участь иметь, да свершится заклято. Еще раз. Просто задыхаешься от дыма, но с другой стороны оздоравливает. На самом деле оздоравливает. Вот. И помогает, очищает пространство, очищает. Помогает очень сильно убрать вот эту черноту, то есть состояние такое усталости, знаете, давит, когда слишком много работаешь, вот это все накапливается, и отрицательные эмоции от людей и прочее, прочее. И на самом деле очень хорошо помогает. Ну, учтите, что в квартирах, где вы будете сжигать полынь, могут подумать, что вы коноплю сжигаете. Похожие, очень похожие запахи. Итак, полынь трава, темных сил сестрица, духов проводница. Я полынь траву возжигаю, врата темные отворяю, великое колдовство сотворяю, зло обратно отправляю, наславшему возвращаю. Завистник и супостат, клеветник и враг, горечь полыни вздыхайте, от горечи задыхайтесь, пусть ваше нутро крутит, наизнанку вас вывернет. Каждая частица вашего тела болью отзовется. Горький дым, черный дым, по следам моих врагов иди, каждого из них найди, отрави им жизнь. Черным туманом их окутай, дороги их тьмой окружи, мысли их путай. Как твой дым горький, так и им горькую участь иметь. Да свершится заклято. Еще раз прочитаю. Вам нужно 6 раз запомнить. Закончится один пучок полыни, еще возьмите. Сжигайте, пока не дочитайте 6 раз. Секунду. Полынь трава, темных сил сестрица, духов проводница. Я полынь траву возжигаю, врата темные отворяю, великое колдовство сотворяю, зло обратно отправляю, наславшему возвращаю, завистники супостат, клеветники враг, горечь полыни вздыхайте, от горечи задыхайтесь. Пусть ваше нутро крутит, наизнанку вас вывернет. Каждая частица вашего тела болью отзовется.
горький дым, черный дым. По следам моих врагов иди, каждого из них найди, отрави им жизнь, черным туманом их окутай, дороги их тьмой окружи, мысли их путай. Как твой дым горький, так им горькую участь иметь, да свершится, заклято. Итак, когда все это завершите, на следующий день, потому что делать нужно ночью обязательно, когда темно, в темень, на следующий день относите это сожженную траву. Можно в какой-нибудь платочек, черную материю. Это все собрать. Относите под дерево. Кладете на землю. Кидайте сверху 6 монет и говорите: души своих врагов купила. Поворачивайтесь и уходите. Без ничего. И вы увидите, как люди, которые вас преследуют, на весь мир опозорятся. Работа это или сотрудники, или что, выявится. Выявится и воровство, и выявится и все что угодно. Одним словом, вы увидите, как очистится ваша жизнь от этих людей, и как их жизнь станет горькой, как горечь полыни. Всем удачи!